Спасибо большое, друзья, за ваши отзывы к уроку 52-му «Композиция в натюрморте». Я буду продолжать в том же духе, вот в таком формате делать для вас уроки. Я вижу, что он пришелся по душе, я чувствую, что он формирует знания. Я имею в виду подачу, такой подход, когда скрупулезный анализ каждой картины идет, когда предлагается путь к пониманию задач в каждой работе. И когда это понимание сформировано, оно отложилось, вы пропитались этим знанием, оно может сильно пригодиться, когда вы пишете. И другие уроки, конкретные, на выполнение конкретной задачи, мотива в разных жанрах, будет уже проще делать, потому что есть база. Помогите мне принять решение, какой в первую очередь еще для вас сделать урок. У меня темы такие возникли: свет и тени в пейзаже, цветы в натюрморте и в пейзаже, такая широкая тема, тон в пейзаже, как написать ощущения в пейзаже, стилизация в живописи. Я думаю, какие-то, может быть, я объединю темы в одну. Это зависит от того, от объема, вот как он ляжет, не будет ли слишком большим. Потому что композиция в натюрморте, по моим ощущениям, это просто нужно сидеть и записывать 50 минут, и как это все уложить, это ваша задача. Мое дело дать то, что я чувствую, то, что знаю. Но вот отзыв от Елены Терзяной, хочу вам зачитать, она написала мне по 52-му уроку. Урок супер мотивирующий, разнообразие примеров с описаниями, бесконечное множество композиционных решений, цветовых сочетаний, подсказки по выбору ракурса и стиля, одним словом, кладезь, вдохновение. Вячеславу огромная благодарность. Спасибо, Лена, за такой отзыв. Просто для меня важен фидбэк, вот как это все вами воспринимается. И эта обратная связь подталкивает меня к тому, чтобы продолжать это направление, такую подачу материала и такую. Анна Белинская. Вячеслав, подскажите, пожалуйста, что такое диагональ ухода в картине и диагональ прихода? Это прием у тех, кто пишет реализм? Нет. Это связано с перспективой, с точкой исхода. Известна обратная перспектива у Рублева. Да? Троица сидит, стол так сделан, что направление, точка схода там, где мы стоим с вами, зритель, то есть к нам. Это обратная перспектива. А прямая перспектива, где точка схода, как мы стоим с вами на железной дороге, столбы, рельсы, шпалы, все идет в точку схода. Она может быть, конечно, на линии горизонта, она может быть в рамках холста, сбоку от холста, где-то сверху. Вот это направление создает движение к точке исхода. Да? Мы как бы движемся вглубь полотна. Это прием, показывающий перспективу, то есть глубину пространства. Анна Белинская, художник, если пишет только на продажу, он скоро выгорит. Это зависит от того, идете ли вы к вершине, или вы, побывав на вершине, что называется, уже обжились, и спускаетесь вниз, или просто там гуляете на вершине, будучи. Так если вы побывали на вершине, если вы увидели красоту сверху, спустившись вниз к подножию горы и оставшись там жить, вы храните этот опыт, вы храните это видение. Я к тому, что если вам удалось в рамках академии или другого учебного заведения, любого, почувствовать красоту живописи, а потом от вас требуют галерейщики или просто жизнь на продажу усреднить свое, понизить вот этот потенциал, вот эту красоту живописи, уйти от нее в сторону конъюнктуры, в сторону того, что хочет потребитель или галерейщики от вас требуют. Перед вами задача, что делать, как не изменить самому себе. Вы же знаете, что такое живопись, и вдруг от вас требуют не живописи. Вот в этом случае, если вы полностью делаете не живопись, еще внутри называя это живописью, и всем говорят, что это вот класс,
зная, что такое настоящее, и пробовав когда-то это, зная этот вкус. Тут, мне кажется, выгорание происходит быстрее. Если же вы идете к вершине, то есть вы шаг за шагом движетесь к развитию, проходя через конъюнктуру, но все-таки движетесь к настоящему, то может выгорание не наступить, потому что вы же знаете на примерах, я не знаю, великих художников, как вы хотите писать. Это понимание делает жизнь проще, потому что вы можете разделить. Часть делать для продажи, а часть для искусства, часть времени. Тогда все нормально. Так поступал Саврасов, так поступал Айвазовский. Просто не надо себе врать. Вот это я делаю, чтобы выжить, на продажу. А вот это я делаю вот для души. Это, может быть, кому-то вообще никому не понравится, но это для искусства. Тогда душа будет спокойна, не происходит подмены. Вы честны с собой. Я как-то рассказывал, я встречался с одним парнем, он сейчас не знаю где, но мы встречались, будучи в Москве, потом он уехал в Америку. Мы не общались давно. Так вот, у него была слезы на глазах, потому что он знает, что такое хорошая живопись. И он может писать. Но почему слезы на глазах? У него. Он сказал, что я много раз хотел, как ты, так же широко, размашисто, но не получается. Опять скатываюсь в детали, опять в то, к чему я привык за несколько лет работы для галерейщиков и для клиентов. Я не знаю, что делать, я не могу из этого выбраться. Юлия Волынцева. Слава, какой фирмы белила, которые потрескались? Пибео? Нет, не Пибео, у меня не осталось, к сожалению, этих белил. Я их использовал. Ну, большие такие тюбики, 200 миллилитров. Но лучше не покупать дешевые краски. Естественно, подкупает всегда цена. Но дешевые не бывает хорошие. Поэтому, какую-то здесь золотую середину нужно выбрать. Не Пибео. Татьяна Фаэтона, не придумывайте про джаз и твист. На всех дискотеках танцевали твист и никого не посадили. Надо же такую муть городить. Я просто помню, это вот некая тональность, что ли. Я открыл в интернете, просто читаю для вас, что в Советском Союзе твист некоторое время был под запретом в начале 60-х годов. Особенно танец не взлюбил Никита Хрущев. Зато в 1964 году, после смещения с должности Хрущева, запрет с твиста сняли окончательно и танцы, и стали танцевать повсеместно. В СМИ слово «джаз» было запрещено употреблять. Тем не менее, ограничения были не настолько жесткими, поэтому джаз потихоньку все же развивался. Я родился позже, поэтому, конечно, могу ошибаться. Я просто помню эту волну, какую-то такую нездоровую, запретную на все. Ведь же не на пустом месте случилась бульдозерная выставка. Под запрет даже попало и то, что можно рисовать художнику, то, что нельзя. Смели к чертовой матери все картины бульдозером. Я говорил об этом в контексте того, что свободно мыслящему художнику нельзя запретить, что ему писать, что ему вообще делать, что не делать, что рисовать, что не рисовать. Только свободное творчество двигает вперед мысль. Площадь, освещенная солнцем, кафе, зонтики, люди ходят, люди сидят за столиками. По свету лучше ударять большой кисточкой. Зонтики, например, самая светлая часть, да? Дома, деревья, тень от строений, свет на асфальте, В общем, с ума можно сойти от обилия деталей, как в этом во всем разобраться. Но утверждаю, что есть способ. Об этом 50-й урок не пропустите. Я очень рекомендую его посмотреть, чтобы научиться писать свет в пейзаже.